Португальский кризис Алвеша Рейса. Глава 1. Тени площади Россиу. Лиссабон 1924 года напоминал тяжелобольного, которого лечили слишком многие и слишком неумело. Город пахнул соленым океанским ветром, дешевым табаком, жареными каштанами и надвигающимся государственным банкротством. Первая Португальская республика, рожденная в огне революции 1910 года, за 14 лет своего существования успела сменить более 40 правительств. Постоянные военные перевороты, забастовки, политические убийства и, главное, чудовищная, непрекращающаяся инфляция измотали страну. Национальная валюта, эскуда, обесценивалась быстрее, чем печатные станки успевали наносить краску на бумагу. В провинциях люди возвращались к натуральному обмену, а в столице чиновники и рабочие получали зарплату огромными пачками денег, на которые к вечеру можно было купить разве что буханку хлеба. В один из сырых ноябрьских вечеров в углу кафе «Никола» на площади Россиу сидел человек, чье имя вскоре станет синонимом величайшего финансового потрясения в истории Европы. Артур Виржилио Алвеш Рейс допивал свой черный кофе, не обращая внимания на суету улицы. Внешне он выглядел как преуспевающий инженер или молодой профессор, безупречный темно-серый костюм тройка, белоснежный воротничок, уверенный, проницательный взгляд за стеклами дорогих очков и аккуратные, подстриженные по последней моде усики. Ему было всего 28 лет, но в его глазах читалась холодная, пугающая зрелость человека, который заглянул в бездну и понял, как заставить ее работать на себя. Артур родился в скромной семье владельца похоронной конторы. Бедность, окружавшая его в детстве, выработала в нем острую, почти болезненную ненависть к нищете и страстное желание доказать миру свою исключительность. Он обладал феноменальным математическим умом. Цифры, графики и финансовые балансы были для него не сухими данными, а живым, пластичным материалом, из которого можно вылепить любую реальность. Рейс успел поучиться на инженера, но диплом так и не получил, ему было скучно тратить годы на академическую рутину. Вместо этого он подделал диплом престижного Оксфордского университета и отправился в Анголу, главную португальскую колонию, которую в Лиссабоне высокопарно именовали «Заморской провинцией». В Анголе молодой инженер мгновенно развернулся. Он проводил сложные ирригационные расчеты, руководил модернизацией железных дорог и параллельно проворачивал смелые вексельные махинации. Однако одна из его сделок с акциями железнодорожной компании Эмбакр оказалась слишком дерзкой даже для хаотичной колониальной администрации. Рейса арестовали и доставили в Лиссабон, где он провел 5 месяцев в предварительном заключении в тюрьме Лимаэйра. Для обычного человека тюрьма становится крахом. Для Артура Алвеша Рейса она стала академией. В тишине тюремной камеры, нарушаемой лишь криками чаек со стороны реки Тежу, Рейс не предавался унынию. Он читал. В его руки попали толстые тома официальных документов, уставов и отчетов Банка Португалии. Часами, при тусклом свете керосиновой лампы, он изучал структуру главного финансового института страны. И то, что он обнаружил, заставило его сердце биться чаще. Банк Португалии, вопреки распространенному мнению, не был полностью государственным учреждением. Это было частное акционерное общество с ограниченной ответственностью, которому государство делегировало монопольное право на эмиссию, печать национальной валюты. Но самым поразительным было то, как именно банк управлял этой эмиссией. В условиях постоянного политического хаоса контроль за количеством выпущенных купюр был поставлен из рук вон плохо. Учет серийных номеров велся в бумажных книгах, которые заполнялись вручную полусонными клерками. Более того,
Банк Португалии уже много лет не печатал банкноты самостоятельно. Он заказывал их у специализированных зарубежных компаний в Великобритании, Германии и США, поскольку собственная типография Лиссабона не обладала нужным уровнем технологической защиты. Рейс закрыл устав банка и откинулся на жесткие тюремные нары. В его голове, словно шестеренки швейцарского хронометра, завертелись элементы гениального плана. Зачем грабить банк, рискуя жизнью под пулями охраны? Зачем рисовать грубые фальшивки в подвалах, которые любой кассир определит на ощупь? Это путь неудачников, думал Рейс, глядя в серый потолок камеры. Нужно просто встать на место самого банка. Нужно заставить легальную, лучшую в мире типографию напечатать настоящие деньги по моему заказу. И сделать это так, чтобы само государство не поняло, что его обокрали. В мае 1924 года Рейс вышел из тюрьмы под залог. В его кармане не было почти ничего, кроме потрепанной записной книжки. Но в этой книжке был записан пошаговый сценарий заговора, который должен был либо вознести его на вершину финансового Олимпа, либо навсегда похоронить в казематах африканских колоний. Глава 2. Архитекторы иллюзии. Для реализации плана такого масштаба Рейсу требовались не просто сообщники, а люди, обладающие международным статусом, связями в дипломатических кругах, главное — безупречным внешним видом, не вызывающим подозрений у чопорных европейских банкиров. Артур был гениальным стратегом, но он понимал, что португалец с сомнительным прошлым не сможет с порога открыть двери великих финансовых домов Лондона или Гааги. Ему нужен был фасад. Первым в его сеть попал Хосе Бандейра. Он был человеком без определенных занятий, но с колоссальным преимуществом. Его родной брат, Антонио Бандейра, занимал пост главы португальской дипломатической миссии в Гааге. Хосе обожал роскошную жизнь, дорогие казино, скачки и женщин, но постоянно пребывал в долгах. Когда Рейс намекнул ему на возможность заработать миллионы, используя лишь дипломатический статус его брата, Бандейра согласился, не раздумывая. Он стал политическим тараном группы. Вторым ключевым игроком стал Карел Маранг Ван Сильвейри, голландский коммерсант, человек с изысканными манерами, вхожий в высшее общество Нидерландов. Маранг обладал репутацией солидного торговца и консула нескольких небольших государств. Он был идеальным лицом для международных переговоров. Он не задавал лишних вопросов, если пахло крупной прибылью, и свято верил в силу официальных документов. Третьим участником заговора стал Адольф Хеннис, немецкий финансист и торговец оружием, человек с холодным умом и обширными связями в послевоенной Германии. Хеннис обеспечивал логистику, конспирацию и международные каналы связи. Осенью 1924 года эта четверка собралась в тихом номере одного из отелей Парижа. На столе перед ними лежала карта Португалии, устав Банка Португалии и стопка чистой бумаги. Рейс взял слово. Он говорил тихо, но в его голосе была такая фанатичная уверенность, что его спутники слушали, затаив дыхание. «Господа», — начал Рейс, поправляя очки. «Наш план основан на глубоком понимании португальской политики. Наша страна находится на грани финансового коллапса из-за Анголы. Колония требует колоссальных вливаний, которых у Лиссабона просто нет. Мы предложим решение. Мы создадим консорциум, который якобы получит от правительства Португалии секретный мандат на спасение Анголы. Мы возьмем на себя обязательство выдать колонии колоссальный кредит в обмен на право выпустить банкноты Банка Португалии. Но Банк Португалии никогда не пойдет на это», — возразил Хеннис. «Они ревностно охраняют свою монополию.
Банк Португалии об этом не узнает, улыбнулся Рейс. Мы обойдем его. Мы обратимся напрямую к тем, кто печатает для них деньги. В Лондоне есть компания Уаутерла энд Сонс. Они изготавливают банкноты номиналом 500 эскуда с изображением Васко да Гамы. Мы придем к ним с официальным контрактом, подписанным португальским правительством. Но у нас нет такого контракта, заметил Маранг. Рейс открыл свой кожаный портфель и достал оттуда несколько листов плотной бумаги с государственными гербами. Теперь есть. Это был шедевр фальшиво-монетнического искусства, хотя сам Рейс ненавидел это слово. Он предпочитал термин «альтернативное делопроизводство». Используя свои навыки чертежника и колоссальный опыт работы с документами, Рейс в одиночку составил и изготовил секретный контракт между высшим комиссаром Анголы и Международным финансовым консорциумом. Согласно тексту, консорциум обязался предоставить Анголе заем в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, астрономическая по тем временам сумма. Взамен консорциум получал право отпечатать в Англии банкноты Банка Португалии номиналом 500 эскуда на сумму 100 миллионов эскуда. Деньги должны были иметь специальную надпечатку «Ангола» после доставки в Лиссабон, чтобы обращаться только в колонии. На документе красовались подписи управляющего Банка Португалии Иносенсио Камашу Родригес, министра финансов, Верховного комиссара Анголы и еще десятка официальных лиц. Рейс скопировал их с такой точностью, что даже сами чиновники при беглом осмотре не смогли бы отличить их от оригиналов. Однако просто принести бумагу с подписями в Лондон было недостаточно. Британцы славились своей дотошностью. Документ нужно было легализовать. И здесь в игру вступил Хосе Бандейра. Пользуясь тем, что его брат-посол часто оставлял государственные печати без присмотра в посольстве в Гааге, Хосе заверил фальшивый контракт официальной печатью португальского посольства. Затем Карел Маранг, используя свой статус, обратился к голландским нотариусам, которые, видя дипломатическую печать Португалии, без лишних вопросов заверили подписи. Далее документ прошел через Министерство иностранных дел Нидерландов и консульства других стран. Каждый шаг легализации наслаивался на предыдущий. Каждый новый чиновник ставил свою печать просто потому, что перед ним лежала печать его коллеги из другого ведомства. В конце концов, фальшивый контракт превратился в монументальный юридический документ, увешанный сургучными печатями, лентами и подписями высокопоставленных лиц нескольких европейских государств. Заговорщики создали идеальную иллюзию государственной важности. Ложь была настолько масштабной, что в нее невозможно было не поверить. Глава 3. Станки Бирмингема и Лондона. 4 декабря 1924 года. Лондон тонул в густом-густом тумане. У входа в величественное здание на Бишопсгейт-стрит, где располагался главный офис Уаутерла энд Сонс, остановился роскошный кэб. Из него вышел Карел Маранг. Он выглядел как воплощение европейского богатства: дорогое пальто с меховым воротником, цилиндр, в руке трость с серебряным набалдашником. Его сопровождал Адольф Хеннис. Их принял лично сэр Уильям Уотерлоу, глава компании, потомственный печатник, человек безупречной репутации, будущий лорд-мэр Лондона. Сэр Уильям был патриархом британского бизнеса, но даже он почувствовал благоговение перед масштабностью визита. Маранг говорил на безупречном французском, Хеннис переводил на английский. «Сэр Уильям», — мягко начал Маранг, располагаясь в глубоком кожаном кресле. «Мы представляем международный консорциум, действующий по прямому, но строжайше засекреченному поручению правительства Португальской Республики. Вы, конечно, знаете о катастрофическом положении дел в Анголе.
Если информация о нашей миссии просочится в прессу, левые радикалы в Лиссабоне устроят переворот, а курс Эскуда рухнет в бездну. Поэтому мы действуем в обход стандартных бюрократических каналов. Маранг бережно извлек из портфеля фальшивый контракт, украшенный каскадом министерских и дипломатических печатей Португалии и Нидерландов. Сэр Уильям надел очки и внимательно изучил документ. Все выглядело абсолютно легитимно. Подписи управляющего банка Португалии Камашу Родригеса были ему прекрасно знакомы. Компания Уаутерла энд Сонс уже много лет печатала деньги для Лиссабона по его заказам. Нам требуется отпечатать 200 тысяч банкнот номиналом 500 эскуда с изображением Васко да Гамы, продолжал Маранг. Общая сумма — 100 миллионов эскуда. Вот официальные письма от португальских дипломатов, подтверждающие наши полномочия. Сэр Уильям Уотерлау был опытным бизнесменом. Контракт сулил огромную прибыль его компании, которая в те годы испытывала определенные трудности из-за послевоенного экономического спада. Однако осторожность взяла верх. Господа, это весьма необычный способ размещения государственного заказа. По правилам, мы должны получить прямое уведомление от Банка Португалии из Лиссабона. «Мы понимаем вашу позицию, сэр Уильям», — спокойно ответил Маранг, ни единым мускулом лица не выдав волнения. «Но поймите и нас. Прямое обращение в банк разрушит секретность. Однако, чтобы развеять ваши сомнения, вы можете отправить официальное письмо на имя нашего представителя, господина Хосе Бандейры, или на адрес португальского посольства в Гааге. Мы предоставим вам все необходимые письменные гарантии от имени официальных лиц». Сэр Уильям согласился. После ухода гостей он действительно составил официальный запрос в Лиссабон, адресованный лично управляющему Банка Португалии Камашу Родригесу с просьбой подтвердить полномочия господина Маранга на печать банкнот серии «Васко да Гама». Письмо было запечатано и отправлено почтой. Но Рейс предусмотрел этот ход с точностью гроссмейстера. Письмо сэра Уильяма, прибыв в Лиссабон, попало в руки Хосе Бандейры через коррумпированных чиновников почтового ведомства и Министерства иностранных дел, которые регулярно получали от заговорщиков щедрые подношения. Бандейра передал письмо Рейсу. Артур сидел в своем кабинете в Лиссабоне, держа в руках официальный бланк Уаутерла энд Сонс. На его губах играла холодная усмешка. Он взял лист бумаги с гербом Банка Португалии, добытый его связями в канцелярии, и написал ответ на английском языке. В письме управляющий Камашу Родригес благодарил сэра Уильяма за бдительность, подтверждал, что контракт является частью абсолютно секретной государственной программы развития Анголы, и просил отправлять все готовые банкноты лично господину Марангу без каких-либо дополнительных уведомлений в Лиссабон. Подпись Родригеса была скопирована безупречно. Письмо было отправлено обратно в Лондон через дипломатическую почту Гааги, что сняло любые подозрения. Когда сэр Уильям получил этот ответ, последние сомнения рассеялись. Типография Уаутерла энд Сонс в Лондоне и ее производственные мощности в Бирмингеме запустили печатные станки. Это был беспрецедентный момент в истории мировой финансовой системы. Настоящие, легальные станки, заправленные официальной краской, наносили оттиски на специальную бумагу с оригинальными водяными знаками Банка Португалии. Клише, использовавшиеся для печати, были теми же самыми, с которых печатались деньги для законного обращения. На купюрах красовался величественный лик мореплавателя Васко да Гамы. Была лишь одна деталь, о которой сэр Уильям Уотерлоу не догадывался: серийные номера, которые Рейс указал в спецификации к заказу, не были новыми. Рейс просто скопировал списки номеров купюр 500 эскуда, которые уже находились в обращении в Португалии.
Он создавал идеальных двойников. В начале 1924 года первая партия денег была готова. Сотни тысяч новеньких, хрустящих банкнот были упакованы в тяжелые деревянные ящики, опечатаны свинцовыми пломбами Уаутерла энд Сонс и погружены на корабль. Карел Маранг лично сопровождал груз. Официально в таможенных декларациях ящики значились как «дипломатический груз», печатные материалы для нужд колониальной администрации Анголы. Груз прибыл в Португалию. Заговорщики арендовали охраняемый склад в пригороде Лиссабона. Когда рейс впервые вошел туда и рабочие вскрыли один из ящиков, перед ним предстали плотные пачки банкнот. Он взял одну из них, провел пальцем по рельефной поверхности бумаги, вдохнул густой запах типографской краски. Деньги были безупречны. Они не были фальшивыми. Они были настоящими. Но они принадлежали ему. Глава 4. Вливание. Рождение Банка Анголы и Метрополии. Итак, в распоряжении Артура Алвеша Рейса оказались десятки миллионов эскуда. Сумма росла с каждой новой партией из Лондона и в итоге составила 100 миллионов эскуда, почти 1% от всего валового внутреннего продукта Португалии того времени. Для сравнения, это было эквивалентно нескольким тоннам чистого золота. Но теперь перед рейсом встала колоссальная психологическая и логистическая проблема. Фальшивомонетчики прошлого прокалывались на мелких тратах. Покупка дорогих вещей, рестораны, кутежи — все это быстро привлекало внимание полиции. Рейс мыслил масштабнее. Ему нужно было не просто потратить эти деньги, ему нужно было легализовать их в масштабах всей государственной экономики так, чтобы они растворились в общей денежной массе. Рейс понимал, если просто прийти в обычный банк и попытаться положить на счет миллионы эскуда новенькими купюрами одной серии, у клерков возникнут вопросы. Значит, нужно создать свой собственный банк. Банк, который станет гигантской прачечной и одновременно легальным фасадом для его империи. Согласно португальскому законодательству, для открытия частного банка требовалось выполнение жестких условий, огромный уставной капитал и личное разрешение министра финансов и Совета министров. Для обычного человека это было непреодолимым препятствием. Для Рейса, обладавшего неограниченным запасом настоящих денег, это стало лишь вопросом времени и техники. В июне 1925 года в Лиссабоне официально открылся Банк Анголы и Метрополии. Уставной капитал банка был внесен новенькими купюрами по 500 эскуда из лондонских поставок. Чтобы получить лицензию, Рейс и его сообщники провели масштабную кампанию по подкупу чиновников. Члены парламента, высокопоставленные сотрудники Министерства финансов, генералы и даже родственники министров получали щедрые кредиты и пакеты акций нового банка. Деньги текли рекой, открывая любые двери. Штаб-квартира Банка Ангола и Метрополи расположилась в роскошном дворце в самом центре Лиссабона. Мраморные полы, хрустальные люстры, дорогие дубовые столы — все должно было внушать клиентам абсолютную надежность и респектабельность. Рейс занял пост главного директора и вдохновителя банка. И здесь началась самая поразительная, парадоксальная часть этой истории. Рейс не собирался грабить вкладчиков или выводить средства в офшоры. Он начал вести дела с гениальным размахом. Получив в свои руки неограниченный ресурс бесплатной ликвидности, Банк Ангола и Метрополи начал осуществлять то, что сегодня назвали бы программой масштабного количественного смягчения. В то время как другие португальские банки, удушаемые экономическим кризисом, задирали процентные ставки по кредитам до 20–30% и отказывали бизнесу в помощи, банк Рейса начал выдавать кредиты под невероятно низкий процент, всего 3–5%.
Более того, Рейс начал активно инвестировать в реальный сектор экономики. Он скупал испытывавшие трудности текстильные фабрики, модернизировал их и выплачивал рабочим задолженности по зарплате. Он инвестировал миллионы в модернизацию портовой инфраструктуры Лиссабона и Порту. Он выкупил огромные сельскохозяйственные угодья в провинции Алентежу, спасая местных фермеров от разорения и закупая для них современную технику в Германии. Он начал масштабное финансирование строительства доступного жилья для рабочих. Произошло невероятное. Фальшивые миллионы Рейса, хлынувшие в экономику, не вызвали немедленной гиперинфляции, как предсказывали бы классические учебники экономики. Португальская экономика была настолько истощена отсутствием наличных денег и инвестиций, что она впитала эти миллионы, как сухая губка. Бизнес ожил. Безработица в промышленных районах начала падать. Торговцы радовались росту покупательской способности населения. В народе молодого банкира Алвеша Рейса начали называть финансовым спасителем нации и португальским волшебником. Но у Рейса была еще одна, самая главная тайная цель. Он понимал, что его афера не может продолжаться вечно. Рано или поздно Банк Португалии проведет ревизию серийных номеров и обнаружит дубликаты. Чтобы навсегда обезопасить себя и замести следы, Рейсу нужно было сделать последний, решающий шаг в своей шахматной партии. Он решил купить Банк Португалии. Поскольку Центральный банк был акционерным обществом, его акции свободно торговались на бирже. Рейс через подставных лиц и брокеров начал вести агрессивную, скоординированную кампанию по скупке акций Банка Португалии. Он тратил миллионы напечатанных в Лондоне скуда, чтобы выкупить доли у мелких и крупных акционеров. Его план был безупречен в своей дерзости. Как только Банк Ангола и Метрополи соберет контрольный пакет акций Центрального банка, ему требовалось около 45% голосов, учитывая распыленность остальных долей, Рейс станет фактическим хозяином главного финансового органа страны. После этого он планировал назначить своего управляющего, войти в главные архивы банка, изъять и уничтожить списки серийных номеров, сжечь поддельный контракт с Анголой и легализовать все выпущенные им деньги задним числом через официальное решение Совета директоров. Если бы ему это удалось, афера века превратилась бы в законный бизнес, а сам Артур Алвеш Рейс стал бы самым богатым, влиятельным и абсолютно неприкасаемым человеком в Португалии, фактическим теневым правителем страны. К осени 1925 года Рейс и его консорциум успели скупить почти 35% акций Банка Португалии. До полного, абсолютного триумфа ему оставалось сделать всего несколько шагов. Ему не хватило буквально 2-3 месяцев. Глава 5. Дотошное перо против финансового титана. Погубило Артура Алвеша Рейса не государство, не полиция и не бдительные службы безопасности банка. Его погубило то, что часто становится грозой для диктаторов и мошенников, независимая пресса и один дотошный, невероятно упрямый человек. Этим человеком был Жозе да Силва, ведущий расследователь и главный редактор влиятельной ежедневной лиссабонской газеты «Оу Сецула Век». Газета придерживалась жестких республиканских и антиклерикальных взглядов, регулярно разоблачая коррупцию в высших эшелонах власти. Осенью 1925 года внимание Силвы привлекли странные слухи, циркулировавшие в финансовых кругах столицы. Молодой банк Банка Ангола и Метрополи, открывшийся чуть более года назад, демонстрировал чудеса эффективности, граничащие с черной магией. В то время как старейшие банковские дома Португалии едва сводили концы с концами, банк Рейса ворочал сотнями миллионов. Силва начал анализировать открытую отчетность банка и пришел в изумление. Объемы выдаваемых кредитов и ликвидных резервов банка многократно превышали любые возможные доходы от его легальной деятельности.
Откуда берутся эти деньги? Размышлял Жозе да Силва, глядя на графики роста активов рейса. Португалия бедна. Ангола разорена. Международные рынки закрыты для нас. Ни один иностранный банк не дал бы такой кредит частной структуре без государственных гарантий. Здесь кроется какая-то колоссальная ложь. Силва выдвинул первоначальную гипотезу: банк Рейса является тайным агентом Германии. В те годы Веймарская республика искала способы вернуть свои колониальные позиции в Африке и подорвать влияние Великобритании. Журналист предположил, что немецкие промышленники через Хенниса и Рейса тайно вливают миллионы марок в португальскую экономику, чтобы скупить стратегические предприятия, земли, в конечном счете прибрать к рукам Анголу. С октября 1925 года на страницах ОУ Сецула началась беспрецедентная медиакампания. Силва публиковал огромные статьи под громкими заголовками «Тайные миллионы», «Кто стоит за банком Анголы и метрополии», «Немецкий заговор против наших колоний», «Финансовая загадка, требующая ответа». Журналист не просто писал статьи, он объявил настоящую охоту за фактами. Его репортеры дежурили у офисов банка Рейса, фиксируя всех высокопоставленных посетителей. Силва отправлял запросы в Министерство финансов, требуя провести гласную проверку происхождения капитала банка. Но министерство, плотно кормившееся с рук Рейса, отмалчивалось или присылало стандартные отписки. Однако медийное давление нарастало. Статьи его Сецула начали перепечатывать другие газеты. В обществе поползли тревожные слухи. Вкладчики обычных банков начали нервничать, опасаясь, что банк Рейса обрушит финансовую систему страны. На заседаниях парламента депутаты от оппозиции начали открыто задавать вопросы правительству о происхождении миллионов португальского волшебника. Рейс пытался бороться. Он задействовал все свои связи. Высокопоставленные чиновники и генералы оказывали давление на владельцев газеты ОУ Сецула, требуя уволить Силву или закрыть тему. Рейс предлагал газете колоссальные суммы за размещение рекламных материалов, что на самом деле было скрытой формой взятки. Но Жозе да Силва проявил редкое для того коррумпированного времени упрямство. Он понимал, что наткнулся на историю своей жизни и отступать не собирался. В конце ноября 1925 года Силва опубликовал материал, который сдвинул лавину. Он обратил внимание на еще одну странную деталь, которую ему сообщили знакомые кассиры из крупных лиссабонских магазинов. В оборот в огромных количествах хлынули абсолютно новенькие, хрустящие купюры в 500 эскудо серии «Васко да Гама». Причем эти купюры поступали в основном из филиалов Банка Ангола и Метрополи. Журналист прямо спросил со страниц газеты: почему Банк Португалии молчит, когда частный банк наводняет страну наличными деньгами одной серии? Не происходит ли здесь нечто гораздо более опасное, чем просто иностранное вмешательство? Управляющий Банка Португалии Иносенсио Камашу Родригес больше не мог игнорировать этот грохот в прессе. Если бы Центральный банк продолжил бездействовать, его самого обвинили бы в государственной измене или соучастии. Родригес созвал экстренное, строго засекреченное заседание Совета директоров. Было принято решение отправить специальную инспекционную комиссию в порту, где располагалось крупнейшее и самое активное отделение банка Рейса, чтобы провести внезапную, тотальную проверку всей наличности в его хранилищах. Глава 6. Великий обыск в порту. Пятница, 4 декабря 1925 года. Этот день вошел в историю португальской криминалистики как начало финала величайшей аферы. К монументальному зданию филиала Банка Ангола и Метрополи в порту подъехали несколько автомобилей.
Из них вышли суровые мужчины в черных пальто, ведущие инспекторы Банка Португалии во главе с главным аудитором Жоао Рибейру, в сопровождении вооруженных полицейских и агентов тайной полиции. Они вошли в операционный зал, предъявили чрезвычайный ордер и приказали немедленно заблокировать все входы и выходы, отключить телефонную связь и прекратить любые операции. Управляющий филиалом побледнел, но попытался сохранить лицо. Он немедленно отправил тайного курьера на почту, чтобы отправить телеграмму рейсу в Лиссабон, но полиция перехватила гонца. Инспекторы спустились в подземное хранилище банка. Перед ними открылись массивные стальные двери сейфов. Внутри, на металлических стеллажах, лежали ровные, аккуратные штабеля миллионов эскуда. Все они были упакованы в пачки по 100 листов. И все они, как на подбор, были банкнотами номиналом 500 эскуда с ликом Васко да Гамы. Началась изнурительная, кропотливая работа. Инспекторы работали посменно, без перерывов на обед и сон. Они проверяли банкноты с помощью луп, химических реактивов и ультрафиолетовых ламп, технологий того времени. Они искали следы фальшивомонетничества, некачественную печать, размытые контуры, плохую бумагу, отсутствие водяных знаков. Прошел день. Наступила суббота, 5 декабря. Инспекторы были на грани изнеможения, их пальцы были черными от типографской краски, но результаты проверки оставались нулевыми. Деньги были безупречны. Бумага имела правильную плотность и текстуру, водяные знаки были подлинными, микрошрифты — четкими, краска не смывалась растворителями. Жоао Рибейру в отчаянии опустился на стул среди гор денег. «Это невозможно», — прошептал он, протирая уставшие глаза. «Эти деньги не фальшивые. Они настоящие». Жозе да Силва со своей газетой просто устроил истерику на пустом месте. Мы зря парализовали работу крупного банка. Нас завтра же уволят, а банк рейса засудит правительство. Комиссия уже готовилась составить официальный протокол о том, что никаких нарушений не обнаружено, и завершить обыск. Но тут в дело вмешался случай и профессиональная дотошность одного из молодых клерков Банка Португалии по имени Душ Сантуш. Душ Сантуш не был экспертом по бумаге, но он был фанатичным бухгалтером. Пока старшие коллеги изучали водяные знаки, он сидел в углу с толстой тетрадью и методично, вручную переписывал серийные номера и буквенные серии с каждой пачки купюр. Затем он начал сверять эти данные с официальным каталогом эмиссии, который инспекторы привезли с собой из Лиссабона. В этом каталоге были отмечены все номера банкнот, которые Банк Португалии когда-либо официально заказывал и выпускал в обращение. Вдруг Душ Сантуш замер. Его рука с карандашом задрожала. Он несколько раз протер глаза, не веря тому, что видит. «Господин Рибейру», тихо, срывающийся голосом позвал он начальника. «Подойдите сюда, пожалуйста». «Что там у тебя, Сантуш?» «Мы заканчиваем», — недовольно буркнул Рибейру. «Посмотрите на эти две пачки, господин директор». Душ Сантуш положил на стол две абсолютно одинаковые купюры в 500 эскуда. На обеих был изображен Васко да Гама. Обе пахли одинаково. Но на обеих стоял один и тот же серийный номер — 1924A098-765. Рибейру нахмурился. Ну и что? Возможно, какая-то ошибка при сортировке. «Нет, господин директор», — Душ Сантуш достал из кармана третью купюру, которую он привез с собой из Лиссабона, изъятую из кассы обычного магазина. Вот третья купюра с тем же самым номером.
И согласно нашему реестру, купюра с этим номером была официально выпущена в обращение еще 3 года назад и сейчас находится в кошельке какого-нибудь лавочника в Коимбре. А здесь, в сейфе, лежат еще сотни таких же. В комнате повисла гробовая, леденящая мертвая тишина. Инспекторы переглянулись. Рибейру лихорадочно начал сам перебирать пачки. Через полчаса они нашли еще десятки дубликатов. 2 идентичные купюры. 3. 4. 5. С одинаковыми номерами, сериями и подписями. Масштаб открывшейся бездны потряс видавших виды финансистов. Это были не фальшивые деньги в привычном понимании. Это были купюры-двойники. В стране существовали 2 параллельные денежные массы, идентичные друг другу. Государственная система Португалии была взломана изнутри. Рибейру бросился к телефону чрезвычайной связи. «Срочно соедините меня с министром юстиции и управляющим Камашу Родригесом. Мы нашли их. Это не фальшивки. Это двойники. Срочно выписывайте ордер на арест Алвеша Рейса и всех директоров его банка». Глава 7. Охота на борту Адольфо де Баррес. Пока в хранилищах порту разворачивалась финансовая драма, сам Артур Алвеш Рейс находился далеко от Лиссабона. Он возвращался из своей очередной поездки в Анголу на роскошном пассажирском лайнере Адольфо де Баррес. В колонии он провел несколько недель, ведя переговоры о покупке огромных концессий на добычу алмазов и золота. Он собирался инвестировать туда очередные миллионы. Рейс стоял на верхней палубе, подставив лицо прохладному океанскому бризу. Он был спокоен и счастлив. Документы на скупку акций Банка Португалии были почти готовы. Еще немного, и он станет абсолютным хозяином положения. Корабль приближался к порту Лиссабона. Рейс пошел в свою каюту, чтобы собрать вещи. Вдруг в дверь постучали. Это был капитан судна. Лицо офицера было бледным и встревоженным. «Господин Рейс, прошу прощения. Мы получили срочную радиограмму с берега от портовых властей и полиции». «В чем дело, капитан?» — спокойно спросил Рейс, застегивая замок на кожаном портфеле. Корабль получил приказ лечь в дрейф на внешнем рейде Лиссабона. К нам направляется полицейский катер. В радиограмме сказано, что на борту находится опасный преступник, и они требуют вашей немедленной изоляции. Я должен просить вас оставаться в каюте под охраной моих стюардов». Рейс не вздрогнул. Его лицо превратилось в каменную маску. Он мгновенно понял, что произошло. Замок захлопнулся. План, который казался безупречным, где-то дал трещину. Но даже в этот момент его гениальный мозг судорожно искал выход. «Главное — документы», — подумал он. «В моем портфеле лежат оригиналы фальшивых контрактов и переписка с Уотерлоу. Если они найдут их, это конец». Рейс запер дверь каюты изнутри. Он подошел к иллюминатору, открыл его. За бортом шумел темный, холодный океан. Он взял стопку документов, плоды месяцев своего титанического труда, ювелирно сдублированные подписи, контракты с министерскими печатями, и одну за другой начал рвать их на мелкие кусочки, выбрасывая в окно. Белые клочки бумаги кружились на ветру и исчезали в черных волнах тежу. Он уничтожал улики. Через полчаса катер береговой охраны пришвартовался к борту лайнера. В каюту Рейса ворвались вооруженные агенты тайной полиции во главе с комиссаром. Артур Виржилио Алвеш Рейс,
Вы арестованы по обвинению в грандиозном мошенничестве, подделке государственных документов и подрыве национальной безопасности, громогласно объявил комиссар, защелкивая наручники на запястьях банкира. Рейс спокойно протянул руки. Он посмотрел комиссару прямо в глаза и тихо, с глубоким достоинством произнес: «Вы совершаете колоссальную ошибку, господа. Я не совершил ни одного преступления. Я не украл ни единого цента ни у одного гражданина Португалии. Мой банк строит дороги и спасает ваши фабрики, пока ваше правительство ворует из бюджета. Вы арестовываете человека, который вытащил эту страну из нищеты. Его вывели на палубу под конвоем. На пирсе Лиссабона уже толпились сотни журналистов, среди которых с триумфальной улыбкой стоял Жозе да Силва. Вспышки магниевых ламп фотографов озаряли ночное небо. Великий финансовый детектив подошел к своей кульминации. В течение следующих нескольких дней полиция и спецслужбы по всей Европе провели скоординированную операцию по задержанию остальных участников заговора. Хосе Бандейра был арестован в Лиссабоне в своем роскошном особняке, где он пытался спрятать остатки денег в саду. Адольф Хеннис был схвачен в Германии при попытке перевести миллионы на тайные счета в Швейцарии. Карел Маранг, обладавший феноменальным чутьем, успел бежать из Нидерландов. Он прихватил с собой колоссальную сумму наличных денег и золота, купленного на эскудо рейса, и укрылся во Франции, где сменил имя и купил роскошное поместье. Французские власти впоследствии отказались выдавать его Португалии, и он прожил остаток дней в богатстве и комфорте. Глава 8. Великий крах империи. Судебный процесс над Артуром Алвешем Рейсом и его сообщниками начался в Лиссабоне в 1930 году. Эти 5 лет следствия были временем, когда Португалия медленно и мучительно расплачивалась за гениальность одного человека. Экономические и политические последствия кризиса Алвеша Рейса оказались настолько тектоническими, что они навсегда изменили карту Европы и ход мировой истории. Финансовый апокалипсис. Как только новость об обнаружении купюр двойников попала на передовицы газет, в стране началась неописуемая паника. Люди штурмовали отделения Банка Португалии и обычных коммерческих банков. Никто больше не верил бумажным деньгам. Каждый, у кого в кармане лежала банкнота в 500 эскуда с Васко да Гамой, боялся, что она окажется лондонским дубликатом и превратится в простую бумажку. Чтобы остановить панику и спасти остатки финансовой системы, правительство и Банк Португалии пошли на беспрецедентный шаг. Они объявили о немедленном изъятии из обращения всех банкнот номиналом 500 эскуда серии Васко да Гама, как законных, так и напечатанных Рейсом. Банк обязался обменять их на банкноты других номиналов в течение нескольких дней. В отделениях банков выстроились многокилометровые очереди. Люди стояли ночами, вспыхивали драки, для наведения порядка привлекались войска. Банк Португалии был вынужден принять и обменять миллионы купюр. В результате этой операции Центральный банк Португалии фактически признал и принял на свой баланс весь гигантский объем денег, выпущенный Рейсом. Это нанесло сокрушительный удар по золотовалютным резервам банка и привело к резкому скачку инфляции, полностью обесценив сбережения среднего класса. Крах печатного дома. Для лондонской компании Уаутерла энд Сонс афера Рейса стала смертным приговором. Банк Португалии подал на британских печатников иск в Высокий суд Лондона, обвинив их в беспрецедентной халатности, которая привела к подрыву национальной валюты суверенного государства. Судебное разбирательство длилось несколько лет и стало одним из самых сложных и дорогих гражданских процессов в истории Великобритании. Сэр Уильям Уотерлоу плакал на заседаниях суда, доказывая, что он стал жертвой идеального, дьявольского обмана и дипломатического заговора.
Однако британское правосудие встало на сторону Лиссабона. Суд признал Уотерла энд Сонс виновными в том, что они не провели надлежащую независимую проверку и выполнили заказ без прямого письменного подтверждения от законного руководства Банка Португалии. Компания была приговорена к выплате гигантской компенсации в размере более 600 тысяч фунтов стерлингов. Этот штраф полностью разорил знаменитый печатный дом. Сэр Уильям Уотерлау был сломлен, его репутация была уничтожена, и вскоре он скончался от сердечного приступа. Компания была поглощена конкурентами. Политическая смерть республики. Но самое страшное последствие аферы Рейса лежало в политической плоскости. Скандал вокруг Банка Ангола и Метрополи окончательно и бесповоротно уничтожил веру португальского народа в демократию, республиканские институты и сменяемость власти. Люди увидели, что высшие чиновники республики, министры, депутаты и генералы были тотально коррумпированы молодым авантюристом. В обществе воцарилось глубокое, глухое разочарование. Все понимали, если один человек с помощью пачки поддельных бумаг смог обвести вокруг пальца всю государственную машину и центральный банк, значит, эта государственная машина прогнила до основания. Этим настроением умело воспользовались правые силы и военные круги. 28 мая 1926 года, всего через полгода после ареста Рейса, генерал Мануэл Гомеш да Кошта поднял военный мятеж в Браге. Армия двинулась на Лиссабон. Измученное экономическим хаосом и уставшее от коррупционных скандалов население Португалии не вышло на защиту республики. Первая Португальская республика пала практически без сопротивления, уступив место военной диктатуре. В 1928 году военные пригласили на пост министра финансов молодого, профессора экономики из Коимбрского университета, Антонио де Оливейру Салазара. Салазар, обладавший холодным, диктаторским умом, железной рукой навел порядок в бюджете, используя жесткие меры экономии, ограничение гражданских свобод и тотальный контроль над расходами. Вскоре он сосредоточил в своих руках абсолютную власть и провозгласил создание нового государства, Estado Novo, правоконсервативного авторитарного режима. Таким образом, Артур Алвеш Рейс, сам того не желая, своей аферой расчистил дорогу диктатуре Салазара, которая сковала Португалию ледяным панцирем почти на 50 лет, до революции гвоздик 1974 года. Глава 9. Последние скуда. На судебном процессе в 1930 году Артур Алвеш Рейс вел себя потрясающе. Он отказался от услуг дорогих адвокатов и защищал себя сам. Он не отпирался, не просил о пощаде. Вместо этого он превратил скамью подсудимых в трибуну. Часами он читал суду лекции по макроэкономике, корпоративному праву и банковскому делу. Он на цифрах доказывал, что его действия принесли Португалии больше пользы, чем вред. «Я не взял из государственной казны ни одного реального скуда», — спокойно говорил Рейс, глядя на судей. «Я создал новые активы. Я влил кровь в засыхающие жилы нашей промышленности. Деньги, которые я напечатал, были обеспечены реальными фабриками, дорогами и землями, которые купил мой банк. Моя единственная вина заключается в том, что я сделал работу Центрального банка лучше, чем сам Центральный банк. Я хотел спасти Анголу и сделать Португалию великой. Но вы предпочитаете жить в нищете, управляемые честными глупцами, чем процветать благодаря гению». Суд оценил его красноречие, но остался непреклонен. Артур Алвеш Рейс был признан виновным в масштабном мошенничестве, подделке документов и нанесении колоссального ущерба государству. Его приговорили к максимальному сроку 20 годам лишения свободы, многим годам одиночного заключения с последующей ссылкой в колонии.
Хосе Бандейра получил аналогичный срок. Рейса отправили в ту самую тюрьму Лимаэйра, где когда-то родился его план. Но теперь у него не было книг по уставу банка. Были лишь серые стены и воспоминания о том, как он едва не купил целую страну. В тюрьме он вел себя тихо, много читал религиозную литературу и даже, по слухам, обратился в протестантизм, искренне раскаявшись в содеянном. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, Артур Алвиш Рейс вышел на свободу. Ему было 50 лет. За это время мир изменился до неузнаваемости. В Португалии прочно утвердилась диктатура Салазара, на улицах Лиссабона вместо старых кебов шумели современные автомобили, а эскудо стал стабильной, но жестко контролируемой валютой. Когда новость об освобождении великого банкира попала в прессу, к нему выстроилась очередь из представителей криминального мира, подпольных синдикатов и даже сомнительных финансистов. Рейсу предлагали огромные деньги за консультации, просили разработать новые схемы по отмыванию денег, подделке ценных бумаг или захвату предприятий. Его гений все еще высоко ценился на черном рынке. Но Рейс отказался от всех предложений. «Я сыграл свою главную партию, господа», — тихо ответил он одному из визитеров. «И я ее проиграл. Больше я за шахматную доску не сяду». Он поселился в крошечной, скромной комнатке на окраине Лиссабона. Человек, который ворочал сотнями миллионов, управлял банками и заставлял великие лондонские типографии работать на себя, теперь жил на грани нищеты. Он зарабатывал на жизнь скромным трудом, переводил технические тексты с английского и французского языков для мелких контор и давал частные уроки математики детям местных торговцев за гроши. Он ходил по улицам Лиссабона в старом, потертом пальто, аккуратно заштопанном на локтях, но все так же тщательно подстригал свои усики и держал спину ровно. Иногда он заходил в кафе на площади Россио, покупал чашку самого дешевого кофе и часами смотрел на величественное здание Министерства финансов. Прохожие не узнавали в этом тихом, седом старике человека, который когда-то в одиночку погрузил всю Португалию в глубочайший кризис и изменил судьбу империи. Артур Виржилио Алвиш Рейс скончался 8 июля 1955 года от обширного инфаркта миокарда. Он умер в своей постели, в полной нищете и безвестности. Когда полиция пришла осматривать его комнату, они не нашли там ни тайных сокровищ, ни счетов в швейцарских банках, ни золотых слитков. Все его имущество состояло из стопки старых книг, очков в дешевой оправе и поношенного костюма. В кармане его брюк, висевших на спинке стула, лежал старый кожаный кошелек. Полицейский открыл его и вытряхнул содержимое на стол. Там не было ни одного эскуда. Величайший финансовый гений XX века, который создал из ничего целое состояние и перевернул государственную систему, ушел из жизни, не оставив после себя даже самой мелкой монеты. Ему больше не нужны были деньги. Он доказал миру все, что хотел.